just wanna be great, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. Ловлю крабов называют золотой лихорадкой дальневосточных морей. Камчатский краб водится в холодных Охотском и Беринговом морях, и рыбаки, рискуя жизнью в штормовых условиях, идут на этот промысел, потому что гурманы со всего мира готовы выкладывать большие деньги за белое и нежное крабовое мясо. Профессия краболова одна из самых опасных в мире. Джилл Перриман, капитан американского судна по ловле крабов, говорил: «Некоторые люди завидуют нам, считая, что наша работа – это своего рода развлечение. Они даже не подозревают о непрекращающемся ни на минуту дожде, волнах в 3 человеческих роста и адском ветре, который сбивает человека с ног. За 30 лет моей карьеры не было ни одного случая, чтобы рыбаки спустились на берег целыми и невредимыми. Однажды мое судно потеряло 4 ребят», продолжает Перриман, «их так и не нашли, потому что они затонули на расстоянии 150-200 миль от берега. Морские хищники обглодали их тела за несколько часов. Самая распространенная причина смерти среди рыбаков – падение за борт. Даже если человек суперловец, он не в силах справиться с гигантскими волнами. Несмотря на то, что заработок рыбака на Аляске достигает $100 000 в год, желающих заниматься ловлей не так уж и много. Наша работа напоминает катание на американских горках», говорит рыбак Нил Дебари. «Первые 20 минут вы получаете удовольствие, а потом хотите оттуда поскорее сбежать. Настоящая рыбалка – это 3 суток на американских горках, без минутного перерыва. Смерть для профессиональных рыбаков уже давно превратилась в обыденность. По риску труд этих специалистов сравним лишь с деятельностью военных в горячих точках». Краб – ценный биологический ресурс. В промышленных масштабах его улов квотируется, а все моря разбиты на различные промысловые зоны, географически четко ограниченные. Ученые постоянно мониторят процент самок, рост молодняка, состояние кормовой базы и так далее. Если возникает угроза популяции, то вылов краба принудительно ограничивается. Долгое время королевский краб был практически запрещен к вылову в Охотском море из-за варварской добычи в конце 90-х. В те годы браконьерство, своих и чужих, процветало на Дальнем Востоке. В конце концов, дальневосточную промысловую зону закрыли, понимая, что просто физически не могут контролировать этот процесс. Сейчас добыча вновь возобновлена. Все решения о разрешении объема лова в России принимаются Минсельхозом, поскольку ловля краба – та же рыбалка, а рыбалка – это сельское хозяйство. Камчатский краб – один из самых крупных представителей крабоидов Дальнего Востока. Его вес колеблется от 3 до 5 кг. Самые крупные пойманные самка и самец весили 5 кг 250 грамм и 12 кг соответственно. При этом длина ног самца достигала 1,5 метра. Сезон ловли камчатского краба начинается в октябре, но из-за биологических особенностей этого вида ракообразных и потребностей рынка рыбакам часто приходится ждать начала лова до января. Корабли краболовов выходят в море с лицензией и списком районов возможной добычи. Этим промышленный промысел отличается от берегового, который разрешен рыбакам для собственного потребления так же, как и рыбалка. Размер судна для ловли крабов может составлять от 17,5 до 50 метров в длину, большинство из них длиной 36,5 метров. Бортовую команду составляет капитан и 3-9 матросов. Капитан отвечает за все и за улов в том числе, но ловят крабов матросы. Переработкой руководят технологи, а координирует процесс боцман. На судне происходит и основная часть обработки краба. Конечность отделяют от карапакса, спинной части панциря, очищают, промывают, варят, охлаждают, замораживают и фасуют в крупные коробки. Крабы отлавливаются с помощью 400-килограммовых металлических ловушек. В качестве приманки используется селедка, сардины или треска. На небольших крабовых
малых суднах число ловушек не превышает 40 штук, но на некоторых больших кораблях-краболовах их количество достигает до 250. Ловля краба совершается на дне на глубине 120 метров. Крабов невозможно найти с помощью радара. Их миграция каждый год совершается по разным маршрутам, поэтому при ловле краба капитан может полагаться только на собственную интуицию и опыт. Выходя в район промысла, крабов ловят, пока судно не будет полностью заполнено. Обычно это может занять 3 дня, при плохой ловле может затянуться на 8 или 10 дней. На самом деле способов ловли крабов немного. Один из них — это когда ловушка устанавливается на сбрасывающий поддон. Внутри нее подвешивается нажива, ловушку закрывают и сбрасывают в море. К ловушке прикреплен трос с буем. Клетки выставляют на площади до 100 квадратных километров, так называемый порядок, из нескольких десятков. Еще один способ ловли крабов является радиолов. Несколько судов объединяются в альянс и расходятся в разные точки, выставляя порядки ловушек. Затем капитаны передают друг другу по радиостанции необходимые данные о разведке краба с использованием кодовых слов, не называя наименования судов и координат. Через некоторое время краболовы поднимают ловушки. Для этого члены команды забрасывают якорь-кошку с прикрепленным к нему тросом в направлении буя, плавающего на поверхности моря. К бую прикреплена ловушка, которая находится в свободном плавании. Зацепив трос якорем, буй подтягивается к подъемному устройству. На барабан накидывается трос, который, наматываясь, поднимает ловушку. Затем ловушка опускается на поддон, куда и выбрасывается улов. Рыбакам разрешено вылавливать только взрослых самцов крабов. Молодых крабов и самок следует отпускать обратно в море. Взрослые самцы крабов редко живут рядом с самками, даже если места их обитания совпадают. Если краб умрет в судовом хранилище, токсины, которые выделяются из его тела после смерти, могут отравить других крабов. Один мертвый краб может стать причиной потери всего улова. Причинами гибели крабов могут быть пресная, теплая или загрязненная вода. При этом, находясь в стоячей воде, краб гибнет быстрее, чем если бы он оставался на поверхности без воды вообще. Не менее важной задачей является доставка краба в живом виде на перерабатывающий завод, который выходит в море навстречу крабовой флотилии, или доставка в порты на перерабатывающие заводы. Крабов отгружает несколько представителей крабопереработчика, погружая их в корзину, вмещающую около 1 тонны крабов. Вручную они заполняют такие корзины одну за другой и отправляют на борт переработчика или в порты по месту назначения. После подъема последние ловушки подбиваются итоги. Одно судно может заработать за сезон около 180 тысяч долларов, но для некоторых рыболовных судов, привыкшим к солидным заработкам, сезон может оказаться неудачным. Удачный улов крабов считается при поимке около 400 крабов в одной ловушке. Так, краболовы зарабатывают по 1000 долларов за один подъем. В сезон лова в море рыбаки находятся в условиях минусовой температуры, ветра, достигающего 100 км в час, и штормов с волнами высотой с 4-этажное здание. При этом спать им удается лишь по 3-4 часа в сутки. Вдобавок к кошмарной погоде ежеминутно на судно обрушиваются 1000 литров воды, которая моментально застывает, как только касается борта. Чтобы судно не опрокинулось, матросам приходится приостанавливать ловлю и аккуратно очищать лед с палубы. В таких условиях нередко моряки страдают от переохлаждения, что сопровождается ознобом, нарушениями координации, невнятной речью и ослаблением внимания. При улове крабов с 35 тонн каждый палубный матрос получает по 16 тысяч долларов США. Крабы, ради которых люди рисковали своими жизнями, перерабатываются и попадают на обеденный стол в различных странах мира, но лишь немногие из тех, кто будет наслаждаться вкусом камчатского краба, узнают о суровой борьбе, в которую вступает несколько отважных людей, чтобы доставить им это лакомство. Королевский краб или красный краб стоит 11 долларов США за килограмм. Квота составляет 7000 тонн, то есть весь улов будет стоить 70 миллионов долларов. Крабы апилио и снежные крабы уходят по цене 4 доллара за килограмм. На кону улова 36 миллионов долларов США с квотой 9000 тонн.